Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем сегодня в изобилии и достатке. Вы знаете, сегодня достаточно уникальный день и по своей энергетике, и по своим вибрациям, и потому, что может происходить в вашей жизни. И сегодня у нас с вами ко всему еще и пятница. Обращаем ваше внимание, вот такой вот день, сегодня 22 декабря, можно сказать, что это золотой день, волшебный день. Обязательно в 22 часа, в 22 минуты по вашему местному времени обязательно скажите эти слова. И ваша жизнь может буквально за несколько часов, а возможно даже за полчаса кардинально измениться. Вы будете удивлены, но сегодня достаточно такой вот изобильный и по-энергетически достаточно сильный день. Таких дней в году бывает вот буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. Поэтому сегодня прямо себе, вот вы сейчас прослушаете это видео, запишите, прямо наклейте стикер на холодильник, на дверь, но обязательно в 22 часа, в 22 минуты скажите обязательно эти слова. И главное, когда вы будете произносить эти слова, именно сегодня, в этот день, ваше настроение должно быть прекрасное, чудесное. Даже если у вас вот полная жопа, извините, по-другому сказать не могу, все равно вы должны выйти из этих негативных вибраций, вот этих низких вибраций, которые, к сожалению, ничего хорошему вам не ведут, и вам нужно это сказать. При этом сегодня у вас на протяжении дня будут происходить такие ситуации, чтобы вы опустили руки, чтобы у вас ничего не получилось, не удалось. И вот ваша задача идти вот против вот этого негатива. Обратите внимание на следующие, друзья, советы и рекомендации, и тогда вот ваша жизнь, буквально вот перед Новым годом, вот это волшебное время может все кардинально измениться. Помните о том, что только все зависит от вас. Давайте разбираться, почему это так и что нас сегодня с вами ожидает достаточно интересное и уникальное. Итак, друзья, сегодня 22 декабря, сегодня у нас с вами пятница, сегодня 10 и 11 лунные сутки, сегодня растущая луна в знаке зодиака Телец. Кто скажет, ну и что, обыденный рабочий день. Девочки и мальчики, не так. Дело в том, что сегодня в 6 часов 52 минуты по московскому времени у нас произошло день зимнего солнцестояния. И это сегодня достаточно сильный по своей энергетике день. Сегодня со Вселенной, с космоса очень много идет энергии. Эта энергия достаточно мощная. Кто чувствует энергии, вот вы прямо в комментариях можете это написать о том, что вот эта энергетика, она достаточно сильная, и очень правильно ней воспользоваться. Поэтому, если вы будете в негативе, если вы будете в депрессии, в апатии, ругаться, злиться, то есть следующие полгода вы в таком же состоянии проведете. Вопрос, надо ли вам такое счастье? Скорее всего, нет. Поэтому сегодня меняем себя. Обязательно думаем только в хорошем смысле. Даже если вы на что-то рассчитывали, а у вас сегодня не получилось, запомните, это проверка в первую очередь вас, ваших эмоций, вашего отношения к тем или иным моментам в вашей жизни. Если у вас что-то сегодня не получается, и вы рассчитывали, что это у вас получится, знайте, возможно, это сегодня не ваш день. В каком плане не ваш день? Вы или поспешили, или, возможно, это не ваша, потому что высшие силы, ангелы-хранители, друзья, они все видят, они все чувствуют. И, к сожалению, мы на энергетическом уровне, у нас закрыт этот доступ, иначе нам было бы здесь неинтересно жить, потому что каждый день с нами что происходит, друзья? Постоянно какие-то ситуации, хотя многие говорят, что, ой, живу день сурка, а каждый день одно и то же. Но вы знаете, в любом случае каждый день не может быть одинаковым. Просто кому-то так удобнее говорить. Но помните о том, что именно сегодняшний день он является сильно мощным. Заложить основы, фундамент на следующие 6 месяцев. Но также сегодня и нужна осторожность и внимательность во всех делах. Почему? Потому что пробуждается достаточно огромная сила, и здесь ее важно вот направить только на созидание, на творение. Помните о том, что каждый из нас божественное создание, и только каждый из нас может сделать, изменить или направить себя в нужном направлении. Поэтому, если вы что-то задумали, наметили, обязательно сегодня начинайте реализовывать или продолжайте это делать, если вы уже это начали. Хотя сегодня, к сожалению, будут появляться события, люди, которые будут стараться вам что-то испортить, где-то нахамить, даже сами специально, подсознательно
будут ломать это для того, чтобы у вас это не получилось, а потом вам сказать, ну вот, видишь, я тебе говорила или я тебе говорила, а ты вот меня не слушал и так далее. Вы должны стоять на своем. Помните о том, что если вы внутренне, вот именно внутренне ощущаете, что вы находитесь в правильном направлении, в правильном русле, то у вас все будет получаться. А вот то, что вокруг вам говорят, знаете, это как проверка, как, знаете, как контрольная работа. А кого вы слушаете, себя или другого человека, или других людей? Вы слушаете сплетни или вы думаете своей головой, как вам поступить, что вам сделать? Очень многие люди вот своими сплетнями, негативными словами, они специально сбивают человека с толку, а человек сбивается, человек думает, ну да, ну действительно, а зачем мне это делать, а зачем мне куда-то бежать, а зачем мне делать кому-то приятно или себе, зачем покупать то платье, у меня же есть 10 платьев, да, а зачем мне 11 покупать, действительно, я же могу на это трачу денег, а вы никогда не думали, наверное, о том, что то, что вы покупаете в удовольствие, с радостью носите, возможно, вас вдохновляет, возможно, вы открываете каждый раз какие-то новые в себе, возможно, творчество какое-то, хобби, возможно, у вас муза всегда рядом с вами, которая вас и вдохновляет на какие-то картины, возможно, на то, что вы делаете в жизни. Также сегодня обращаем ваше внимание, сегодня день хороший и для поездок, и для путешествий, и для того, чтобы обсуждать какие-то рабочие, деловые моменты и так далее. Если мы говорим сегодня о деньгах, то именно сегодняшний день – это день созидания и день их этой реализации. Если мы говорим о деньгах, стоит ли ними сегодня заниматься, если вы хотите сегодня вкладывать деньги, какие-то крупные делать вложения, то это стоит только в том случае сделать, если вы уже все просчитали. А если вы решили сегодня спонтанно начну я жизнь и вложу все деньги в кафешку или в строительство недвижимости, то, возможно, вам нужно немножечко подумать и поразмыслить. Обращаем на это ваше внимание. Также сегодня обязательно уделите внимание своим родным и близким людям. Поговорите с ним, уделите им внимание, угостите, сделайте какой-то, возможно, подарочек. Друзья, кроме того, у нас близится уже Новый год и Рождество. Обязательно вот эти дни, благо, пятница, рабочий день, но все равно уже думайте о том, что вы бы хотели своих близких и родных, возможно, где-то удивить. И вы знаете, когда вы кому-то делаете приятно, вот вы свои вибрации поднимаете, и это все к вам рано или поздно возвращается. Обращаем на это ваше внимание. Что же касательно здоровья в этот день, то, к сожалению, этот день опасен больше для женщин. Мужчины этот день хорошо его чувствуют и нормально все. Также обращаем ваше внимание, если мы говорим о каких-то лечебных процедурах, то лучше этот день свести к минимуму. Что же касательно стрижки волос, то стрижка принесет вам остроту чувств и увеличит ваши способности к предвидению и к проницательности ума. На что вам еще стоит обратить внимание? Если вы наметили на сегодня какие-то очень важные дела, реализуйте, делайте, обсуждайте. У вас все это хорошо получится. Но в то же время не стоит сегодня себя перегружать, потому что энергии идет с космоса очень много, и многие люди думают, я сегодня все успею, я сегодня сделаю и так далее. Но к вечеру вы будете как выжатый лимон. Нужно ли вам такое? Точно нет. Но в то же время и в этот день, 22 декабря, противопоказана именно пассивность. Поэтому, пожалуйста, будьте все-таки осторожны. И очень важно, чтобы вы сегодня, вот та энергия, которая идет к вам, которой вы будете пропитаны, очень важно, чтобы вы ее направили только в созидательное русло. Обращаем на это ваше особое внимание. Также сегодня не стоит брать в руки колючие и режущие предметы, инструменты. Даже вот рекомендация вам: хлеб старайтесь сегодня ломать руками. Почему? Потому что именно в этот день многие вещи, которые вы будете делать с помощью колющих и режущих предметов, к сожалению, не принесет. То есть вы как бы разрезаете свою дорогу, свою судьбу. Это нужно понимать. Также будьте сегодня осторожны с колючими режущими предметами, чтобы они не падали на пол. Если они у вас падают, знайте, это вас высшие силы предупреждают о какой-то опасности. Вам нужно быть внимательным и очень осторожным.
На что еще стоит обратить внимание? Сегодня, вы знаете, не стоит общаться с начальством, обсуждать какие-то глобальные вопросы. Да, если у вас сегодня совещание, и вы что-то обсуждаете, да, пожалуйста. Но, знаете, что-то обсуждать вот в этот день, что-то связанное с открытием нового бизнеса или какой-то, знаете, нового отдела и так далее, не стоит. Все-таки сегодня пятница, и вот то, что вы скажете, вам придется потом это все реализовывать, делать. А дело в том, что сегодня энергии много, и люди, соответственно, не чувствуют, насколько это может, знаете, не могут люди не потянуть. Обращаем на это ваше внимание. Но, с другой стороны, сегодня подходящий день для смены работы. Если вы давно думали, обязательно переходите. Сегодня хорошо также проходить собеседование. Пробуйте и настраивайтесь только на хорошие моменты в своей жизни. А вот что касательно недвижимости, то операции с недвижимостью сегодня не принесут желаемого результата. Поэтому если вы риэлтор или вы продавец или покупатель, обращайте внимание особенно сегодня на документы. Даже если вам говорят о том, что там все в порядке со справками какими-то, с документами, никому не верьте, требуйте за мокрой печатью, смотрите на даты обязательно, фамилия, имя, отчество, чтобы потом не было каких-то не очень хороших моментов или нехороших сюрпризов. Также сегодняшний день очень благоприятен для зачатия. Если мы говорим сегодня о физических нагрузках, то все-таки они опасны, потому что сегодня высока вероятность травм. То есть люди не ощущают и не знают, каким. То есть, знаете, бывает, что вот поднимешь ведро, да, с водой, думаешь, да, что там-то ведро 10 литров, а другой раз поднимешь, и аж бедная спина скрипит. Поэтому все-таки вот энергетика этого дня не предполагает, вот, чтобы вы были какие-то в вашей жизни перегрузки. Если мы говорим о домашних делах, о своем доме, то сегодня старайтесь минимально уделять внимание. Лучше уделите внимание себе и отдохните. Что же касательно снов, то на сны сегодня можно не обращать никакого внимания, потому что они вам показывают позицию, какую вы занимаете на вашем жизненном пути. Теперь давайте посмотрим, что же нам сегодня, 22 декабря, говорит Архангел Михаил, на какие моменты нам с вами обязательно стоит обратить внимание. Итак, сегодня, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом. Будьте великодушны к себе. Это о чем говорит карта? Что вы себя в данный момент в своей жизни заставляете делать многие вещи. И дело в том, что ваше тело, ваша душа кричат вам об этом, а вы не слышите себя. И это к чему приводит? К тому, что у вас начинаются проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях и так далее, и так далее. Поэтому научитесь себя слышать и слушать. Если вы научитесь себя уважать, начнете себя ценить, то и в вашей жизни будут происходить многие моменты. Также эта карта говорит о том, что на данном этапе в жизни вы делаете максимально все возможное, чтобы сделать, реализовать и так далее. Также обращайте на свое окружение, потому что ваше окружение иногда вам может дать сегодня какие-то подсказки, какие-то важные слова, поэтому их очень важно не реагировать, а наоборот стараться понять для себя, что бы это значило. Также старайтесь, особенно в вечернее время, больше отдыхать. Это не значит, что надо смотреть телевизор, а возьмите, например, просто выключите свет, например, и просто посидите в тишине, в спокойствии, и, возможно, вот поразмышляйте, подумайте, что вам, например, нужно. И молитва, которую мы рекомендуем, друзья, произносить в этот день, звучит следующим образом. Архангел Михаил, пожалуйста, помоги мне обрести любовь во всем, о чем я думаю, говорю и делаю. Помоги мне знать, что я заслуживаю этого сочувствия. Я освободился от чувства вины, и теперь я могу обрести внутренний мир. Напоминаем вам, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. И ввиду того, что сегодня, друзья, вот такой вот достаточно сильный по своей энергетике день, обязательно сегодня в 22 часа, в 22 минуты по вашему местному времени, ввиду того, что сегодня достаточно сильный по своей энергетике день, сегодня день зимнего солнцестояния, и вот эта энергетика, она медленно, не спеша переплетается и с энергетикой Нового года, Рождества, и это все вместе создает определенные очень сильные вибрации, поэтому в это время обязательно произнесите следующие слова.
Я искренне благодарю богатство, которое у меня есть уже сейчас. Я абсолютно собой довольна. Я прощаю себя. Я прощаю себя за все, что я совершила в своей жизни. Я люблю себя. Все было, есть и будет очень хорошо. Я себя во всем одобряю и во всем себя поддерживаю. Сказали эти слова, просто закрыли глаза, поблагодарили ангела своего хранителя, высшие силы Бога за все то, что у вас есть. И начали мечтать и представлять, что бы вы хотели. Но это не должно быть так, что я хочу полететь на Марс или хочу полететь на Луну и так далее. Должны быть какие-то реальные цели, девочки и мальчики, и тогда в вашей жизни действительно все будет происходить только в самом лучшем виде. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, в комментариях к этому видео напишите, пожалуйста, Вселенная изобильна, и я благодарна ей за это. И, друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас, друзья. Это обязательно нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.